Венгрия и Испания поднимают авиацию для защиты стран Балтии. Премьер Орбан говорит об уважении к Зеленскому и его фатальных ошибках. Каких? Кишинев обвиняет Москву в попытке взятия Молдовы под свой контроль. Новый фронт России. О чем заявил президент и каким образом начнется вторжение? О чем речь? Когда? Протесты не утихают. Киев снова против. Западная пресса выпускает серию материалов с критикой Зеленского. Что не так на этот раз? Россия отвергает ультиматум Трампа. В Кремле заявляют, санкций не боятся. Вашингтон делает новое обращение. Удар по украинским F-16. Спецоперация России в тылу ВСУ. Майор воздушных сил Украины перешел на сторону армии РФ. Запад обратился к россиянам. Москва создала список так называемых русофобов. Узбекистан отказывается от русских слов. На Камчатке серия новых землетрясений. А в Казахстане ком волос едва не убил молодую девушку. Обзор важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Венгрия и Испания поднимают боевую авиацию на защиту НАТО. Эти две страны перехватывают эстафету воздушной полиции Альянса над Балтикой. Министерство обороны Литвы официально сообщило, уже в четверг состоится церемония передачи миссии. Небо над Литвой, Латвией и Эстонией теперь будут прикрывать венгерские гриппины и испанские тайфуны. Венгры берут дежурство на 4 месяца, а испанцы обеспечат поддержку. Цель – дать отпор тем, кто попытается двинуться в воздушное пространство НАТО без приглашения. Для Венгрии это уже 4-я ротация в небе Балтии, а для Испании 9-я. В то же время венгерский премьер Орбан заявил, что война в Украине – это война Запада и России, и мир настанет тогда, когда Трамп встретится с Путиным. Помимо такого прогноза, Орбан отправляет сигнал Киеву, уверяет, что уважает Зеленского, несмотря на резкую критику в его адрес, однако считает, что тот допустил несколько фатальных ошибок. Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он совершил ошибки. Одной из них было то, что год назад он отверг мое предложение попытаться заключить мир, потому что чем дальше, тем выше будет цена. Тогда он убеждал меня, что время в этой войне играет на пользу его стране. Он отверг мою точку зрения, что время играет на стороне России. Но сегодня мы здесь. Положение президента Зеленского нелегкое. Очень трудно объединять нацию, которая ведет безнадежную войну. Новый фронт России. Москва собирается взять под свой контроль Молдову. В этом уверена президент страны Санду. Она говорит, что Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы. По словам Санду, Москва планирует использовать методы подкупа избирателей, незаконное финансирование через криптовалюту, организует оплачиваемые протесты, попытается провести кибератаки на инфраструктуру страны, провести дезинформационные кампании, будет использоваться церковь в интересах иностранного государства, а также в планах посеять антиевропейские настроения через инфлюенсеров, устроить саботаж голосования в диаспоре и не только. Российская Федерация хочет контролировать Молдову, начиная с осени, и готовит беспрецедентное вмешательство в сентябрьские выборы. Самая большая опасность вмешательства России во внутренние дела нашей страны в том, что оно представляет прямую угрозу национальной безопасности, суверенитету и европейскому будущему нашей страны. В Москве уже отреагировали на слова Санду. В Кремле заявили, что заявление не соответствует действительности, ведь, как уверяет Песков, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Протесты вновь охватили Киев. Причина – непростительная ошибка Владимира Зеленского. Об этом пишет Financial Times. Издание выпустило сразу несколько статей, посвященных, как уточняют авторы материалов, попытке взять под контроль антикоррупционные органы Украины. Этот шаг подорвал доверие как внутри страны, так и за ее пределами, говорится в материале. Financial Times пишет, что в постсоветской истории Украины, наряду с попытками России восстановить свое влияние, коррупция была раковой опухолью, разъедающей институты страны. Поэтому даже в разгар войны с соседом, когда на прошлой неделе Владимир Зеленский поспешно протолкнул закон, ликвидирующий независимость двух антикоррупционных органов, тысячи украинцев вышли на улицы. Президент быстро осознал масштаб своей ошибки и пошел на попятную. На этой неделе парламент страны проголосует за закон, отменяющий эти изменения. Однако ущерб не будет устранен быстро. Многие украинцы рассматривают этот эпизод как символ авторитарных тенденций правительства или, по крайней мере, чрезмерной централизации власти.
Специализированная антикоррупционная прокуратура столкнется с еще большим политическим давлением и кампаниями по дискредитации, несмотря на то, что президент Зеленский сделал шаг назад после протестов. Об этом в интервью Financial Times заявил глава САП Клименко. Последние события он назвал частью скоординированной кампании со стороны высокопоставленных чиновников. Несмотря на то, что Клименко отказался назвать конкретных лиц, которых считает причастными, он заявил, что верхушка власти страны не только замешана, но и активно участвует в подрыве антикоррупционной деятельности. Наша работа фактически остановлена. Почти все наши осведомители прекратили сотрудничество с нами из-за страха быть раскрытыми. Накануне, напомню, правоохранительный комитет парламента поддержал законопроект Зеленского 13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП. Несмотря на все эти процессы, люди выходят на протесты, которые должны продолжиться и 31 июля, но уже под Верховной Радой. Друзья, что думаете о протестах во время войны? Какое ваше отношение? Напишите свой ответ в комментариях. Как всегда, если не затруднит, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал «Время Прядко». А я продолжу. Трамп наступает. В Белом доме принято решение ударить по Индии, в том числе и за то, что сотрудничает с Россией. О решении заявил сам американский президент. На этот раз без отчета и ультиматумов. Кроме того, они всегда закупали подавляющее большинство своего военного оборудования у России и являются крупнейшим покупателем российской энергии наряду с Китаем в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийство в Украине. Все это нехорошо. Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышеуказанное, начиная с 1 августа. Тем временем срок ультиматума Путину постепенно истекает. Уже осталось менее 10 дней до того, как Трамп обещал ввести новые санкции. Но в России накануне дали понять, санкции Кремль не особо тревожит. А ультиматум, в частности сделка по Украине, вряд ли будет подписана за такой короткий срок. Отвечал вновь Песков, Путин по-прежнему игнорирует заявление Трампа. Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет. Подобное заявление сделал и МИД РФ, будто намекая, что Россия готова к решению американского президента и не готова идти на его условия. Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений нелегитимных, что, по большому счету, угроза новых рестрикций стали просто какой-то рутиной. Это совершенно не значит, что мы на них не реагируем. Нет, реагируем, безусловно, разноформатно, по-разному, обсуждаем их и так далее. Но, понимаете, уже стало понятно, что это на этой ноте Запад заело. Полностью сбрасывать их со счетов, как вы понимаете, не позволяют издержки современного мирового хозяйственного устройства, но мы знаем, как этим санкциям противостоять. Автор законопроекта об ужесточении антироссийских санкций Линдси Грэм не прошел мимо этих заявлений Пескова и Захаровой и дал понять, что Москва может по-разному относиться к санкциям, но вряд ли ограничениями будут довольны партнеры России. Россия, вы правы, когда речь идет о санкциях. Вам удалось их обойти, и вы научились с ними жить. Похоже, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Вам, возможно, стоит скоро связаться с этими странами, чтобы проверить, разделяют ли они ваши беспечные отношения. Большинство, состоящее из представителей обеих партий, готово поддержать президента Трампа в этом начинании. Уже ближе к вечеру началась массированная атака по Украине. Главной целью стал Киев. Над городом были десятки дронов, более полусотни, писали мониторинговые каналы. Атака была длительной и разрушительной. В Киевской городской военной администрации только по состоянию на час ночи сообщали о как минимум 10 локациях, которые пострадали в результате удара. Украинские телеграм-каналы сообщали и о массированном ударе на аэропорт Джулианы. Кроме того, пожары зафиксированы в многоэтажных домах, в учебном заведении, горели склады. Киевские власти сообщали о пострадавших. В то же время в США также увидели эту атаку. Дочь спецпосланника Трампа Кита Келлога написала в своих соцсетях, что эта атака – это ответ Путина на дедлайн Трампа, а поэтому Америка не имеет права показать слабость. Это была цитата.
Все имена записаны. Россия создала черный список тех, кого считает русофобами. Туда попали ведущие западные политики. В числе виновных президент Италии Серджио Маттарелла, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. И, конечно, особая гордость представителей Чехии, президент Петр Павел и министр иностранных дел Ян Липавский. Они в черном списке, так как сравнили действия России с нацистской агрессией и открыто назвали Путина диктатором. Запад уже отреагировал на список Москвы. В Италии возмущены. Министр обороны заявил, что он не русофоб и считает это определение серьезным оскорблением. Я всегда испытывал глубокую симпатию к русской культуре, которую узнал через ее великих писателей и интеллектуалов, но прежде всего через десятилетия человеческих и профессиональных связей со многими русскими. Именно это мое уважение к их культуре, к их ценностям, к их умению укреплять дружеские связи и держать данное слово вызывает у меня глубокую печаль, когда я вижу, как их великая нация представляется мыльными карикатурами вроде нынешней пресс-секретарши министра. Западные политики, которых Москва внесла в список так называемых русофобов, во многом обратились к россиянам и говорят, что языка ненависти по отношению к ним никто не использует. Главная цель и причина – Путин. Я не использую язык ненависти против России или русских. Мне мешает Путин, его путинизм, его имперская политика, которая проявляется в захватнической войне против Украины, множестве диверсий, в том числе в Чехии, информационной войне или, например, кибератаках против нас и наших ближайших союзников. Тем не менее, это не меняет мои планы на отпуск в Крыму, потому что Крым – это Украина. Так что запрет на поездки в Россию меня никак не касается. А что вы думаете о таких черных списках Москвы и обращении западных политиков к россиянам? Как всегда, жду вашей реакции под этим видео. Удар по F-16, французским «Миражам» и Су-24. Украинский военный летчик-инструктор воздушных сил Украины арестован по обвинению в работе на российских военных. Украинская СБУ заявляет, что он был кротом и занимался подготовкой атаки на украинские истребители. Согласно официальной версии, майор ВСУ передавал личные данные пилотов, информацию о самолетах, а также о тактике боевых вылетов. Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько вражеских задач. Во-первых, он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак РФ по объектам воздушных сил. В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов F-16, «Мираж-2000» и Су-24. Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принципы очередности их вылетов. Напомню, за время войны Украина потеряла уже как минимум 4 F-16. Это информация из открытых источников. В украинских спецслужбах неоднократно говорили, что эти самолеты – одна из лакомых целей ВС РФ. Тем не менее, в Украине уточняют, что потери не были связаны с прямым уничтожением самолетов российской стороной. На Камчатке снова дрожит земля. Менее чем за 10 минут сейсмологи зафиксировали сразу 5 землетрясений, которые произошли уже накануне вечером. Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. Первые два удара силой 5 и 4,8 произошли в 350 и 273 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина очагов от 10 до почти 65 километров. Вскоре пришли данные еще о 3 новых сейсмособытиях магнитудой 4,8, 5,3 и 6,0. Ученые предупреждают о том, что авторшоки после мощнейшего землетрясения, которое произошло накануне утром, вызвав цунами и панику среди населения, дело привычное. Подземные толчки активировали вулкан Ключевская сопка, самого высокого действующего вулкана Евразии, с выбросами пепла и лавы. Сейчас вулканологи внимательно наблюдают за его активностью. Напомню также, что в эти минуты ликвидируют последствия цунами, которое затронуло не только Россию, но и Японию, а также США. Узбекистан отказывается от русских слов. В стране официально заменили 40 иностранных терминов на узбекские аналоги, в том числе десятки слов русского происхождения. Среди вычеркнутых отвертка, растушевка, наждак, светофор, оправа, брызговик, лебедка, коловорот, внедорожник и не только. Это решение принято в рамках указа президента, направленного на развитие и совершенствование языковой политики. Процесс курировали Институт узбекского языка и Департамент по развитию государственного языка при Кабмине. При этом активное участие принимали и специалисты в профильных сферах, СМИ и пользователи соцсетей. Предложения принимались и обсуждались публично. Мы считаем, что эта работа проводится своевременно.
Ведь именно такие практические шаги способствуют сохранению чистоты узбекского языка, усилению его функционирования как государственного языка и его дальнейшему развитию. Ком волос едва не убил 18-летнюю девушку в Казахстане. Он занял весь ее желудок. В Жамбылской областной многопрофильной больнице хирурги провели редкую и успешную операцию. Из желудка пациентки извлекли трихобезоар. Это тот самый плотный ком из проглоченных волос длиной более 30 сантиметров. Пациентка поступила с жалобами на сильные боли в животе, постоянную тошноту и отсутствие аппетита. Обследование показало инородное тело в желудке. Хирурги провели лапаротомию и успешно извлекли плотный волосатый клубок. Пациентка быстро пошла на поправку, на второй день начала есть, а через 5 дней была выписана домой. Трихобезоар представляет собой плотное скопление волос в желудке, возникающее у пациентов с психическим расстройством, трихотиломанией, которое сопровождается навязчивым выдергиванием и поеданием волос. Волосы не перевариваются, накапливаются, увеличиваются в объеме и со временем могут вызывать закупорку желудка или кишечника, развитие анемии, общее истощение организма, а в тяжелых случаях – прободение стенки желудка. Друзья, всем здоровья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!